В этом видео я сделаю такое, наверное, обобщенное сравнение между Батуми и Анталией. Репортаж будет из Анталии. Мы сюда уехали, потому что погода совсем очень сильно испортилась. Мы сначала убежали от дождей Батуми в Тбилиси, а потом из Тбилиси уже улетели напрямую в Анталию. И я решил сделать небольшое сравнение. Турцию в целом мы с женой знаем достаточно хорошо, потому что мы здесь очень часто бываем. И даже буквально через дорогу от Анталии на Кипре прожили там больше полугода. В целом сложилась некая картинка, каково оно в Батуми и каково оно здесь. И вот этими мыслями я сейчас и поделюсь. Начнем с простого. Въезд и пребывание. Что в Турцию, что в Грузию можно въехать, как правило, без виз. Однако процесс пребывания достаточно сильно различается между Турцией и Грузией. В Турцию вы въезжаете и можете пребывать здесь до 3 месяцев в полугодии безвизово, потом нужно выезжать, либо нужно оформлять ВНЖ. В Грузии такого вопроса в принципе нет. Вы можете жить там 365 дней в году, потом просто дойти до любой ближайшей границы Грузии, пересечь ее в тот же день, в тот же час, развернуться обратно и жить дальше. Процесс въезда и пребывания, если сравнивать Грузию и Турцию, вы въезжаете в Грузию и спокойно пребываете там 365 дней в году, никто от вас ничего не требует. Вы можете просто в конце этого срока выехать, буквально пересечь любую границу. Пересечь ее можно даже на 5 минут, развернуться, вернуться обратно. То есть вопросы, связанные с пребыванием, в Грузии максимально упрощены. Это максимально привлекает фактически всех туда. А в Турции вы можете, допустим, для граждан России 60 дней пребывать, но не более 90 дней в полугодии. А если хотите оставаться постоянно, ну то есть условно жить, соответственно, нужно оформлять вид на жительство. Он не очень сложный, однако вот я слышал, что изменились сейчас некие процедуры, связанные с видом на жительство. То есть по недвижимости вы можете получить сразу, однако же вид на жительство, связанный с арендой, там изменились условия, и сейчас вместо договора аренды нужно делать прописку. Как это выглядит, я пока не знаю, детально не изучал вопрос, но в целом, если честно, пока в Турцию особо на ПМЖ не планирую. Анталия – это город-миллионник, и понятно, что инфраструктура здесь развита гораздо сильнее, чем в городе Батуми. И она 100% по этим частям выигрывает. Но все-таки давайте двигаться по порядку и сравнивать те ключевые моменты, которые интересуют иммигранта, именно момент, когда он только переехал. Когда вы только переехали, следующая у вас проблема – это купить или арендовать жилье. Процесс аренды в Турции, вернее, не процесс, а сама аренда в Турции, она дороже, чем в Грузии. И, условно говоря, если вы хотите себе приличную квартиру в Батуми, однокомнатную, то она будет стоить $300-350. Я говорю приличную, я не говорю самую дешевую. За $300-350 в Анталии вы можете что-то поиметь, но настолько далеко от моря и в настолько неустроенном районе, что, в общем-то, смысла нету. Хотя и там можно арендовать за $300-350. После того, как вы здесь обустроились, естественно, следующий ваш вопрос, а что бы покушать и сколько это стоит? Сравнивая цены Анталии, мы питались здесь и в июле, когда были последний раз, и сейчас цены примерно сопоставимы, процентов на 20 дороже, чем в Тбилиси. Цены в Батуми, они процентов на 20 дешевле, чем в Тбилиси. Это мы говорим про питание в ресторанах. Если мы говорим про питание в магазинах, то мясо, вот, допустим, в Турции однозначно стоит 1,5 раза дороже, чем в Грузии. Я думаю, что непродуктовые группы товаров, которые Турция сама производит и заводит в Батуми, они стоят примерно одинаковые в Батуми и в Турции. Ну и плюс еще всякие там сухие смеси, все, что упаковано и долго хранится, оно примерно одинаково стоит почти во всем мире. То есть, как правило, там логистические схемы настроены таким образом, что цена этого конечного продукта, она отталкивается скорее от среднего уровня дохода по стране, а не от того, какая себестоимость у этого продукта. Это означает, что не очень хорошими консервированными и прочими такими продуктами вы сможете питаться примерно одинаково, за одинаковую стоимость почти что во всем мире. А в той же самой Европе, можно в магазинах дисконта или ближайшей просрочки закупаться едой. Короче, с голоду умереть сейчас, наверное, только в Нигерии реально. Продолжая тему еды, это фрукты и овощи. Фрукты и овощи хорошие в Грузии, хорошие в Турции. Однако в Турции, конкретно привязываясь, допустим, даже к Анталии, наверное, к большинству городов, здесь большее количество сборов урожая за год. То есть тут до 6 раз, насколько я знаю, сезоны бывают именно сбора.
И, соответственно, здесь сезонные фрукты, они практически весь год одни и те же фрукты, они достаточно вкусные. В случае с Грузией у вас вкусные персики в августе, вкусные мандарины там в октябре, в ноябре, ну и так далее по месяцам. То есть каждый месяц нужно есть что-то вкусное. Потому что те же самые персики там в июне, они просто кислые. Кислые либо пресные. Дозревают они вот именно тогда. Но здесь нужно сказать, что в Грузии меньше пестицидов укладывается в эти самые фрукты. Собственно, поэтому они там не особо культивированы и так далее. То есть я считаю, что еда более экологически чистая, что ли. И по вкусу, допустим, суперсладкая турецкая клубника, она все-таки выглядит немножко ненатуральной. Ты ешь грузинскую, и ты чувствуешь, что она действительно имеет запах. Ну, примерно так, для сравнения. Но в целом, для справедливости, я могу отметить, что фрукты и овощи примерно одинаково хороши и в Турции, и в Грузии. Причем в Турции, когда идет сезон, они могут быть даже подешевле, чем в Грузии. Людям, которые живут где-нибудь во Владивостоке, которые там за килограмм помидоров платят 450 рублей, понятно, что разница там 60 рублей и 75, она не принципиальна. Ну, в смысле, что помидоры за 60 рублей или за 75. А вот тем, кто живет в более такой южной полосе, соответственно, им эта разница более видна. А вот тут мне жена подсказывает, что зимой в Сочи она тоже покупала помидоры по 400 рублей. Ну такое. В целом у Турции гораздо более длительная история, как у туристической страны, поэтому, естественно, уровень сервиса здесь однозначно повыше, чем в Грузии. Но смысл такой, что цены на большинство услуг в Грузии, они настолько дешевые и копеечные, что их иногда не жалко заплатить и 2 раза. Поэтому главная ценность Грузии в плане услуг – это чтобы вы обратились к правильному человеку, который действительно умеет это делать и делать это хорошо. Потому что если вы обратитесь к самому недорогому, то, как правило, качество услуги вас не удовлетворит. Теперь про климат. Однозначно на побережье Средиземного моря солнечных дней гораздо больше. И если мы говорим про солнечный сезон, то он здесь длится все-таки от 5 до 7 месяцев. А если мы говорим про Батуми, то он там длится 3-4 месяца. 4 – это прям даже очень хорошо. А в этом году, например, в Батуми вообще, можно сказать, солнечного пляжного сезона практически не было, потому что лили постоянно дожди. То есть год на год не приходится. За 4 года жизни в Батуми у меня было 3 удачных сезона. И один в этом году прям сильно неудачный. Вот примерно такое соотношение по погоде. Но опять же, межсезонье. Но вот про межсезонье я хочу сказать, что опыт жизни на Кипре показал, что топиться, что на Кипре, что в Турции, вы будете при помощи кондиционеров. А топиться при помощи кондиционеров – это, во-первых, гораздо дороже, во-вторых, постоянно повышенная влажность внутри квартиры, как-то некомфортно, холодно, либо душно. А радиаторами все-таки гораздо комфортнее топиться. В Грузии везде есть газ, и это огромный плюс. Это раз в 2 дешевле по деньгам для отопления, и гораздо комфортнее сама обстановка внутри дома. Потому что топиться кондиционером, когда холодно, это последнее дело. Другой нюанс про климат – это, очень многие люди по ошибке едут в Батуми исключительно за морем. То есть Батумское море, его, в принципе, я бы как море особо сильно не рассматривал. Да, оно бывает очень классным, очень крутым на Сарпе, оно бывает очень классным, очень крутым там в Гонио, в Чакве, на Цехисдзире. Но смысл такой, что как только проходит дождь, начинает сразу же изо всех рек вымывать песок, и море становится не очень приглядным. Ему еще далеко, конечно, до ужасного Балтийского, но, тем не менее, это уже не то Черное море, в котором прям сильно хочется купаться. Естественно, море Средиземное в Анталии, оно значительно более привлекательное, купаться в нем гораздо приятнее. Тем более, что в Батуми, как правило, это галька. Хотя, опять же, после Батуми мы говорим про длинную пляжную полосу из черного песка, и там достаточно мелкий песочек в сторону Анаклии. А в Анталии практически везде песок, но галька начинается в сторону Кемера. Шопинг. Шопинг в Турции хороший, шопинг в Батуми никакой. За большинством вещей приходится ехать в Тбилиси. А если вы ищете какие-то специфические товары, типа там фото-видеотехники или еще чего-то, это однозначно приходится заказывать из Тбилиси. И, в принципе, я думаю, что наиболее корректным сравнение все-таки было бы между Батуми и Аланией, потому что они по размеру примерно одинаковые. Но Алания, если честно, мне как город почему-то совершенно не зашел. Зашел, но Анталия поинтереснее, скажем так. Важный момент – чистота на улицах. Это применительно и к Анталии, и к Алании, и к Батуми. Первая, вторая линия от моря очень хорошо чистятся, очень хорошо поддерживаются городскими службами.
И совершенно отвратительно все после третьей линии. Там уже похуже убирают, похуже увозят мусор, он чаще копится, бытовые отходы выпадают. Везде, где живут люди, и чем плотнее они живут, тем грязнее вокруг. Кстати, большой плюс Турции в принципе, здесь не такие высокие дома. В Батуми очень много понатыкали 50-этажек, и там плотность населения на квадратный метр сильно даже как бы увеличивается, но не настолько сильно, потому что большинство этих все-таки квартир выкупили иностранцы, они приезжают исключительно в сезон. Кухня. Что такое кухня? 100% кухня Грузии лучше, чем кухня Турции. Турция — это в основном пережаренное мясо, либо затушенные овощи. В Грузии овощи затушенные, они более изощрены, ну а мясо, оно как-то с дополнением приправ, опять же. В общем, грузинская кухня, я считаю, что гораздо более изысканная и более разнообразная, чем турецкая. И я очень много ел турецкой кухни, и очень много чего здесь пробовал. Любое блюдо можно найти аналог грузинской кухни гораздо вкуснее. Например, фасоль там с мясом в Турции и лобио в Грузии. Ну, так, для примера. Собственно, я потихонечку выползаю из того, что называется нашим отелем. Это такой довольно уютный небольшой бутик-отель. Находится он в спальном районе Анталии. Очень красивый, новый и симпатичный. Называется Антальелы. И что удивительно, стоимость номера здесь за сутки по сравнению со всеми окружающими отелями довольно небольшая, около 25-27 долларов. В стоимость, естественно, не включено питание, но вот за проживание в хорошем номере с хорошим кондиционером, с видом даже на море, практически на первой линии в Анталии, это ну прям супер низкая цена для начала октября. Все, что было вокруг, если мы смотрели по букингу и по Airbnb, оно стоило в среднем, ну, я имею в виду приличные номера, то есть я не говорю про какие-то там недоделанные варианты из 95-го года, все это стоило раза в 2 дороже. Это вот какое-то совершенно сверхдешевое предложение. К слову сказать, за эти же деньги в Батуми сейчас можно снять примерно в 1,5 раза лучший вариант. Это если сравнить по ценам на аренду. Но в Батуми нет пятерок с кормежкой и алкоголем. То есть там практически все проживание будет либо в апарт-отелях, либо в квартирных домах. Вообще я уже говорил и повторюсь, что Батуми все-таки 150 тысяч населения, а Анталия 1,5 миллиона. И Анталия, она даже со своими... Ой, 1,5, говорю, миллион. И Анталия с этим миллионом, она еще более размазанная, потому что здесь максимум я видел 14-этажные здания, а в Батуми, как мы знаем, самые высокие уже достигают 55 этажей. Это вот Орби-Сити, который находится в начале Аллеи Героев. Но зато в Анталии есть вот такие замечательные клубные комплексы, очень чистенькие, довольно современные. И там не живет 150 тысяч человек, и перегородки, я уверен, что не совсем гипсокартонные. Хотя вот, допустим, в том отеле, где мы живем, там слышимость вообще никакая. Что касается кухни. По кухне, мне все-таки кажется, турецкая кухня значительно проигрывает грузинская. Грузинская более интересная, более разнообразная и более как-то вкусно все приготовлено. Хотя есть определенный нюанс. Например, хорошего шашлыка в Грузии днем с огнем. То есть в одном ресторане из 5 вы, может быть, найдете хороший шашлык. Во всех остальных случаях это не потому, что грузины разучились готовить шашлык, а потому что мяса хорошего очень мало. И вот то домашнее, которое выращивается там где-то в деревнях, в горе, оно потребляется условно внутри страны. А на шашлыки заказывают, ну то есть привозное какое-то мясо, не очень хорошая свинина. У турков же здесь с бараниной полный порядок, с говядиной полный порядок. Единственный минус — стоит оно все в 1,5 раза дороже, чем в том же самом Батуми или в том же самом Тбилиси. Цены на мясо в Турции примерно в 1,5 раза отличаются от грузинских. Ну и свинины здесь априори, естественно, нету. Как изначально встречают? Этот нюанс тоже неплохо бы понимать. В принципе, изначально отношения здесь, в Турции, все-таки по ощущениям ты скорее клиент, а в Грузии ты гость. Это есть и плюс, и минус, потому что от клиента они, конечно, стерпят критику, а грузины могут и матом послать. Ну, конечно, в утрированных случаях, но тем не менее. То есть в Грузии к любому человеку, пришедшему в заведение, относятся изначально как к гостю. Это, ну, дает определенное искреннее радушие при принятии людей, но при этом в случае конфликта, естественно, гостю, которому вы не рады, вы его просто обругаете. Пляжи. Что можно сказать про пляжи? В Анталии бесконечное количество пляжей, то есть они начинаются с каменистых со стороны Кепеза,
Далее у нас идет вот такой отвесный обрыв, по которому я сейчас иду, это средняя часть. И в сторону Лары это прям идеальные песчаные пляжи. И во всех случаях это супер прозрачная вода. Здесь очень мало рек впадает в море, поэтому купаться можно практически круглый год. Если мы говорим про побережье Грузии, в частности про Батуми, Чакве, то это галька. Галька прекращает быть галькой где-то в районе Кабулети, но на смену ей приходит не желтый песок, а песок все-таки серый, вулканический. Поэтому вот именно по пляжам, естественно, Турция, Анталия, как бы у них в принципе в мире очень много конкурентов. Но я думаю, что конкурировать побережье Батуми и Чакви, я думаю, что они точно не сможет. Но опять же, я уже говорил, что нет смысла ехать в Батуми конкретно за пляжным отдыхом. Он там есть, он там прилагается, но можно попасть вне сезон, и как бы будут дожди, и это совершенно не нужно. Инфраструктура, как перемещаться. Если мы будем говорить про цену бензина в Батуми и в Турции, она примерно одинакова. Соответственно, стоимость поездок будет примерно одинакова. Однако в Батуми, в Грузии, машины стоят в разы дешевле, чем в Турции. Поэтому покупать машину вы, конечно же, гораздо дешевле и выгоднее в Грузии, для того, чтобы ездить на ней постоянно. Что касается такси. Такси, естественно, есть и курортные, есть и не курортные, но вот в Турции, я так понимаю, что они победили вот эту идею с бомбистами, потому что тут везде понатыканы эти кнопки. Ты нажимаешь кнопку, подъезжает такси, он даже не пытается с тобой ни о чем говорить, он просто включает счетчик на своем зеркале заднего вида, и вы по этому счетчику едете куда вам надо. Единственный минус из 5 раз, которые меня провезли по Анталии, в 3 меня везли кружным путем. То есть это лир на 10 они прям загибали. Возможно, они так огибали пробки, то есть мне было принципиально не жалко там на $1 больше заплатить. Но, тем не менее, вот могут повезти вокруг. Повторюсь, я не буду неблагодарным пассажиром и не скажу, что это из-за какого-то желания заработать больше денег. Скорее всего, этого нет. Возможно, это просто из-за того, что в этот момент, в том месте, откуда мы ехали раньше, были пробки. Вот, кстати, очень красивый водопад. И вот половина побережья Анталии, она вот такая скалистая. Но есть лестница, опускается вниз, и вы плаваете в потрясающей лагуне. Язык. Что касается языка. Естественно, языковой барьер для русскоговорящего в Турции гораздо выше. В Батуми практически каждый говорит на русском языке. На английском языке не говорит почти никто. В Тбилиси на английском языке достаточно много людей разговаривают. Ну а в Турции русскоговорящие нам попадаются, но обычно они это все знают на уровне «привет, пока». Либо кто-то из турков, кто ездил там в Россию, в Украину, учился, может быть. Тогда, естественно, они более-менее знают язык. Поэтому объясниться здесь на английском, ну, это тоже утопия. Персонал в отеле, конечно, должен его знать. Но вот даже мы сейчас, у нас проживает человек в 5, там персонал на ресепшене, почти что не бельмондо. Хотя, в принципе, основной контингент у них там как раз-таки туристы из России. Поэтому говорить, что они идеально все знают английский язык, нет. Даже в туристическом сервисе, по моим ощущениям, там на протяжении сколько я уже недели пытаюсь пообщаться, английский знают 30-40%. Во всех остальных случаях приходится изъясняться при помощи ушей, хвоста, Google переводчика, какого-то базового знания турецкого языка. Я его очень базово знаю. Как-то получается, конечно, но иногда просто приходится промолчать. Променял бы я Анталию на Батуми? По первому взгляду, она какая-то более такая, наверное, ухоженная, да, то есть в нее больше денег инвестировано, но, скорее всего, нет, не променял бы. Общий комфорт, который я чувствую, живя в Батуми, он все-таки выше, чем здесь. Здесь вот это ощущение, что ты чужой, да, плюс все дороже. Плюс есть определенные барьеры через язык. Хотя язык очень быстро я учу, с этим проблем-то как бы и нету, но все равно. Вот из этих мелочей, плюс проблемы с легализацией, то есть она не проблема, то есть нужно по большому счету что сделать? Легализоваться, то есть получить вид на жительство, но пройти определенные бюрократические процедуры и ежегодно их проходить. Да, это все нужно, а в Грузии этого просто не надо. То есть ты приехал и живи себе. Надоело тебе, пожалуйста, уезжай. Хочешь работать, иди, пожалуйста, работай, никаких разрешений на работу получать не надо. Хочешь фирму зарегистрировать, 30 минут и все зарегистрировано. Да, в Турции, насколько я слышал, с бюрократией тоже больших проблем нет, но такого отсутствия проблем с бюрократией, как в Грузии, их вообще нигде нет. То есть там государству от тебя, в принципе, вообще никогда ничего не нужно.
Если ты не нарушаешь, патруль тебя даже никогда в жизни не остановит. Более того, у меня там за 4 года патруль остановил всего один раз, и то им показалось, что у меня не пристегнут ремень. Они когда только увидели, что он пристегнут, сказали: спасибо, до свидания, извините, не проверили ни документы, не спросили, кто я такой, просто развернулся, ушел. Примерно так. Как построена география города? География города, кстати, Анталия, наверное, это увеличенная копия Батуми. То есть тут хорошо вылизана первая линия, то есть сделаны какие-то, условно говоря, прогулочные дорожки. Причем, оно все различается, потому что она длинная. То есть пляжная полоса Анталии, по моим ощущениям, километров, наверное, 25-30. Естественно, там есть отельная часть, есть и вот жилая часть с квартирными домами. И она немного различается. Но вот обычная жилая часть, где ты выходишь из дома и выходишь на набережную, она по большому счету примерно одна и та же. Очень тоненькая беговая дорожка. На Батумском бульваре, кстати, она гораздо больше. Прогулочная часть, она такая, что большинство людей почему-то по этой дорожке ходят, потому что вот эта зона рекреационная, они постоянно прерываются. И приходится выходить на эту дорожку и конкурировать с велосипедистами за право пройти дальше. Какие преимущества в Анталии? Тут тоже, конечно, грех не сказать. Во-первых, это лекарства. В Турции смертная казнь за подделку лекарств, поэтому все лекарства здесь работают. Я не скажу, что я там таблетки пачками ем, но тем не менее, когда ты покупаешь какое-то лекарство в Турции, оно 100% срабатывает. В Грузии это случается с вероятностью 50/50, потому что часть препаратов они также тащат из Турции, а контрафакта, я подозреваю, тоже хватает. Другой однозначный плюс Анталии, как и любого города-миллионника, здесь гораздо более развита инфраструктура. Но опять же, вот насколько вы пользуетесь тем, что называется инфраструктура. Да, если у вас дети, то вам надо должны отдать их в школу. Допустим, в Батуми у вас будет выбор из 3-4 специализированных школ. В Анталии у вас будет выбор из 30 или 20 специализированных школ. Нужен ли такой широкий выбор? Не знаю. У меня, в принципе, детей нет, поэтому мне даже из 2-3 выбирать нечего. По здравоохранению не обращался я в Турции ни разу. В принципе, и там проблема решается при помощи страховки. Тут скорее подозрение, наверное, было бы в сторону того, насколько качественно эти услуги оказываются в Грузии по отношению к Турции, потому что там, естественно, города поменьше. Но из того, что я обращался к врачам в Грузии, в целом я доволен всем, кроме стоматологии. Со стоматологией, конечно, беда. Тут нужно врача искать прям строго по рекомендации, потому что моя история взаимодействия со стоматологами в Грузии строится из 3 частей. В первой части мне фигово залечили зуб, во второй части мне на фигово залеченный зуб другой доктор бахнул зубной протез, а в третьей части мне нужно было из-за воспалившегося зуба убирать этот протез и ставить его заново. И в результате мне там хороший доктор спас зуб за очень разумные деньги. Это, не намного удорожило весь процесс. Я думаю, что подобная процедура в Турции явно стоила бы раза в 3 дороже. 100% радует наличие вот таких довольно современных заведений. Но, опять же, чем в них кормят? В них кормят примерно везде одним и тем же. Да, они красивые, да, они с виду очень привлекательные. И, кстати, в Анталии они 100% забиты даже сейчас, в октябре. То есть практически каждое заведение, которое находится на первой береговой линии, оно забивается сразу же, как селедки в бочке. Люди сидят, естественно, никакие ковидные нормы не соблюдаются. Но бог с ним. Вопрос в том, что тут есть заполняемость, она очень хорошая. То есть Батуми, допустим, еще не так очухался после коронавирусного кризиса. Другой серьезный плюс турецкой стройки, турецких построек. Я видел это и в Алании, я вижу это и в Анталии. Даже, на самом деле, и в Стамбуле, который перенаселен. Я это тоже вижу. Дома все-таки строятся малоэтажные, и у дома есть какая-то своя придомовая территория. В Батуми эти градостроительные нормы на первом этапе игнорировались вообще, поэтому, естественно, в старом городе там понатыкано дом на доме, и все они еще и прилеплены к старым новостройкам. Я этот район, в принципе, для себя никогда не рассматривал для постоянной жизни. И сейчас его, естественно, тоже не рассматриваю. То, что творится в новом городе сейчас, там все-таки выделяется некая территория. Хотя, опять же, на том круге, который ближний к аэропорту, я смотрю, что 3 дома подряд уже умудрились воткнуть рядом. Какая там будет территория и проезд, тоже совершенно непонятно. Тем не менее, все это как-то строится и функционирует. Животные. В Турции, как и в Грузии, зеленый свет кошкам и собакам. Причем в Грузии, кстати, кошек практически я не вижу на улицах. В основном там регионы собак, так называемые.
В Турции я вижу примерно 50 на 50 и собаки, и кошки. Причем собак они кастрируют, собаки эти очень быстро жиреют и становятся совершенно индифферентными. Если ты грузинской собаке причмокнешь языком, она вскочит и побежит за тобой как бы прям как своя. Турецкая максимум перевернется на следующий бок и продолжит жариться. Качество строительства в Турции и Грузии. Так, ну, в Грузии я был в куче новостроек, да, как бы все, в основном в Батуми, но в том числе в Тбилиси. В Турции я жил, наверное, в десятках, полтора отелей, плюс снимали апартаменты постоянно. На самом деле, внешне турецкие новостройки выглядят лучше. Но по факту, когда заглянешь внутрь, те же яйца, только в профиль. Единственное, что в Анталии более сухой климат, поэтому фасады гораздо меньше убиваются, и, соответственно, дома выглядят более приглядно. В Батуми сезон дождей все-таки длиннее, и чаще они происходят, поэтому фасады, отделанные короедом, убиваются гораздо быстрее. И не очень любят даже стеклянные фасады мыть, к сожалению. Сколько стоит недвижимость в Батуми и сколько стоит недвижимость в Турции? Я примерно сориентировался по локациям, вот, там, по той же самой Анталии и Алании. Ну, на самом деле ценник на недвижимость различается как минимум раза в полтора, а доходит и до 2, в зависимости от уровня сите и прочее. То есть на первой береговой линии цены зашкаливают. Если зайти на сайт тот же самый турецкий sahibenden.com, это аналог турецкого Авито, то там, забив регион Анталии, можно найти крайне недорогие предложения квартир там, за 30 тысяч долларов. Но они будут в таких местах, где, как говорится, волки боятся какать. Потому что Анталия очень глубокая, широкая, плюс под словом Анталия подразумевается практически все провинции вокруг нее. Если же мы говорим про Батуми, то весь Батуми это 3 километра в глубину. Если там в объявлении пишется Батуми, то, соответственно, скорее всего, квартира будет в среднем метров 700, максимум 800 от моря. А то и первая береговая линия. В Батуми я, в принципе, считаю, что нет такого понятия, как расстояние, потому что, условно, я живу ближе к аэропорту, и мы выходим, допустим, вечером погулять, мы идем где-то, гуляем минут 30-40 и уже попадаем в старый город. То есть мы из одного конца города до другого будем идти максимум 2 часа. Это если прям супер неспешным шагом, именно с одного конца до другого. Потому что ширина Батуми, она не такая большая, около 7 километров. Это будет очень непонятно и очень удивительно, особенно для жителей мегаполисов, таких как Москва, Киев. Потому что в городе-миллионнике, естественно, ты планируешь свой маршрут всегда с использованием либо общественного транспорта, либо личного транспорта. Вот. А в Батуми вполне себе можно перемещаться пешком, даже если ты живешь не в центре. Но это пока не пошел дождь. Вот, кстати, пример того, что приходится идти практически по велосипедной улочке. И меня бибикивают со всех сторон, пытаясь объехать. Потому что здесь тротуар практически полностью конфискован в пользу дороги. А идти вот нужно, получается, по вот этой линии. К слову сказать, в Батуми ситуация с тротуарами тоже не везде идеальная. Но в основном она не везде идеальная. Все-таки после улицы Чавчавадзе. Обзор на географию города я делал в одном из видеороликов. Вся правда о недвижимости Батуми. Можно его посмотреть, он есть на канале. Что еще хорошего в Анталии? В Анталии хороший Starbucks. И их здесь несколько. И в Старбаксе очень вкусный кофе, очень больших пропорциях. Но если мы сравним, допустим, сколько стоит кофе в Старбаксе в Анталии, а стоит он 15 лир за кружку кофе американо, то получается, что где-то 12 лари у нас стоит 2 кружки кофе в Старбаксе. Аналог хорошего кофе в Батуми, в Ароме Итальяне, это будет итальянский кофе, это будет американо, он будет меньше по объему, конечно, но стоить он будет, тем не менее, 5 лари, то есть 2,5 раза дешевле. К слову сказать, в прибрежных кафешках и там в самом отеле стоимость кофе у них минимум 20 лир. 20 лир турецкий кофе, это, чтобы не соврать, это 6-7 лари. 6-7 лари это прям дикая стоимость для кофе. Однозначно в Батуми он в самом, наверное, дорогом заведении дороже 5 не стоит. А по факту он стоит везде 3. То есть ценник различается на это в 2 раза. Господи, кто ж так ценит? Языковой барьер для русскоговорящего в Грузии и в Турции. В Грузии его практически не существует, даже в Кутаиси, даже в каких-то деревнях все равно найдется кто-то, кто свободно говорит на русском. А в Турции это серьезная проблема. Как бы считается, что Турция она англоговорящая, но по факту она не очень-то англоговорящая. Даже вот в центре Анталии здесь людей, которые нормально знают английский, не так много, как хотелось бы. То есть не каждый человек здесь знает английский язык. Поэтому турецкий язык 100% нужен будет даже для примитивной коммуникации просто внутри города.
А в Грузии грузинский язык можно учить на лайте. Ну, то есть все будут вас понимать, вы будете всех понимать по-русски, но учить грузинский все равно тоже нужно, потому что, как объяснить-то, так или иначе для грузинов русский язык, он второй. То есть говорят и думают они на грузинском. Чтобы вот нормально понять человека, нормально понять его менталитет, его чувства и все остальное, нужно все-таки говорить на его языке. Тогда коммуникация будет более точной, что ли. Мы иногда на одном языке разговариваем, мы не понимаем, кто о чем говорит. А если уж на разных, то это гораздо сложнее. Вот такое у меня получилось сравнение Грузии и Турции. Города все-таки я взял разные по размеру, но тем не менее они и тот морской. И, в принципе, на море стремятся жить большинство людей. Как правило, если люди переезжают, то переезжают они именно с целью подобраться поближе к морю, к более хорошей экологии, к лучшему качеству жизни, возможно, чуть более экономно жить, чем в огромном мегаполисе. И для этого я выбрал сравнение Анталии и Батуми. Наверное, корректнее было бы все-таки Алания и Батуми, но получилось то, что получилось. Если есть какие-то вопросы, их можно задавать в комментариях. Возможно, я что-то не осветил. Возможно, это будет тема для нового ролика. Всем спасибо за внимание. Встретимся на море.